Здравствуйте, друзья! Предыдущие видео снимались практически оба одним куском. И это была просто какая-то идея, которая была заснята. В один день принял решение, заснял и готово. Это видео будет сниматься уже, наверное, несколькими частями. И, скорее всего, даже в несколько дней пройдет, прежде чем я сниму полностью это видео. Почему? Потому что у меня появился первый клиент. Ну, естественно, первым клиентом у меня буду я сам. Это мои документы. Это документы, которые я ношу с собой каждый день. Здесь паспорт, водительское удостоверение, документы на машину, страховое свидетельство, какие-то еще там карточки, водителя дрона, например, и так далее. И этот документ куплен на рынке за 50 крон, это что-то в районе 2 евро. И уже, не знаю, там лет 5-6 у меня они в таком вот виде. Естественно, мне это все не нравится. Это просто дешевка какой-то, дермантин и ячейки, куда укладываются все эти документы. Так как клиентов у меня еще нету, да и вряд ли это хобби перерастет в какой-то большой заработок, но я его рассматриваю как возможность сделать какие-то изделия из кожи, которые будут полезны для меня, для моей семьи, для моих знакомых. Ну и, естественно, буду начинать с себя, потому что на ком же еще потренироваться, как не на себе. Вот я и решил снять это видео о том, как я буду делать такой вот кошелек для документов, в котором будет паспорт обязательно, так как я иностранец, живу за границей. У меня всегда с собой должен быть заграничный паспорт, ну и какие-то другие документы в виде, они все идут одного формата. Это карточки размером как кредитные карточки. Здесь нету карточек денежных, здесь только карточки какие-то удостоверяющие личность, там какие-либо другие карточки. И один единственный документ, который я в принципе с собой не вожу, он у меня находится в машине. Машина у меня служебная, поэтому я в принципе и документом оставляю. Но я хочу, чтобы в этом держателе кошельке для документов было отделение для свидетельства о регистрации машины. Оно чуть больше форматом, чем обычная карточка, и чуть меньше форматом, чем паспорт. Поэтому начну с поиска какого-то паттерна бесплатного, который можно найти где-то на интернете, который мне понравится, скачаю, распечатаю. Ну а дальше все эти части этого производства кошелька для документов будут в этом видео.
Вот я взял правило, что лицевая сторона у меня на правую руку, и правая иголка, правая сторона, она первая идет в следующую петлю. Потом перехватывается сзади, и вторая иголка в это же отверстие, но уже с обратной стороны. Чуть подтягивается, и опять первая иголка в следующее отверстие идет обязательно с одной стороны. То есть вот в данном случае у меня с лицевой под правую руку. Конечно, на руках на весу шить не совсем удобно. Удобнее шорного пони, конечно, сделать. Но я уже материалы нашел. Думаю, будет и шорный пони. Потому что это, конечно же, ускорит процесс шитья. Мелкие элементы кошелька уже пришиты друг к другу. Теперь наступает следующий этап. Это, собственно, сборка изделия. Собирать изделие буду на клей, потом обработка краев и прошивка по граням. Края кожи я обработал, подготовил элемент к проклейке. Теперь, чтобы проклеить изделие правильно, чтобы и отверстия, которые я пробил, оказались друг напротив друга, точно уж без всякого сдвига, я буду использовать иголки как направляющие, чтобы элементы, которые будут сшиваться, никуда не сдвинулись. Иголки довольно большие, я могу таким образом раздвинуть, нанести на части, склеиваемые части клей, и потом после высыхания клея сдвинуть их, поставить их на место. Для склейки я буду использовать клей Экостик. Это первый раз я его буду использовать. Посмотрим, что получится. И использовать вот этот дозатор, который я покупал на Алиэкспрессе. Кошелек склеенный, детали на своем месте, держится вот именно за счет клея. Я проверил отверстие, вроде бы все хорошо, попадается иголкой. Следующий этап – это обрезать край изделия, потому что оно было сделано с неким припуском, и выкройка была так сделана. Поэтому, когда оно уже склеено, видно, что детали все-таки имеют такой вот, хоть они и вырезались по лекалу, все, но имеют какие-то выступы, не совсем ровный край. Поэтому этот способ, когда обрезка изделия происходит уже потом, когда все изделия, детали изделия склеены, мне в принципе нравится. Не знаю, как сейчас получится его ровно отрезать, но буду стараться, конечно же. Но, тем не менее, этот способ, мне кажется, более такой перспективный. Поэтому сейчас нужно будет отметить 4 мм грань, которая будет отрезаться. И по этой грани просто ровно перпендикулярно к кошельку это все дело отрезать. Так, и я вот в прошлый раз делал такую ошибку, что когда резал кожу, я делал это, скажем так, вот с этой стороны клал линейку и резал. Это неправильно, потому что если рука соскочит, она порежет уже само изделие. Поэтому нужно резать так, чтобы линейка была со стороны изделия. И режем.
Да, нож все-таки стоит своих денег на 100%. Практически вот здесь вот вот в этом месте 3 слоя кожи, довольно толстый, 1,5 миллиметра. То есть получается здесь 4,5 миллиметра кожи и прорезает все это дело за один раз. Отличный. Мне этот нож очень нравится. Пробуйте. Все. Изделие отрезано. Немножко здесь, конечно, я накосячил. Можно было сделать меньше отрез. Ну ничего страшного. Это мое первое изделие. Опять же учеба. Смотрите, получается, что отрезал я вроде бы и перпендикулярно, но все элементы были сшиты, вроде бы и дырки совпадали с друг другом, отверстия. Но вот в этом месте, получается, шов будет очень близко к краю. Это плохо, это будет очень видно. И если бы это изделие делал для кого-то другого, естественно, это же был бы брак. Ну, для себя это пойдет. Теперь я буду просто, опять же, умнее. Я буду делать чуть-чуть больше отступ от края прошивки. Потому что с этой стороны вроде бы все хорошо, все ровно, а вот с внутренней стороны, но может быть это ошибка еще того, что не перпендикулярно прорезано. Может быть и это ошибка. Но тем не менее, опять же, каждому изделию я чему-то буду учиться. И надеюсь, все у меня со временем будет получаться все лучше и лучше. Вот я закончил сборку кошелька для документов. И это видео было, может быть, и длинным, но оно было полезным для меня. Полезным в том смысле, что при работе над этим кошельком я сделал много ошибок. И эти ошибки должны мне помочь в будущем. В том, чтобы эти же ошибки я уже постарался либо не совершать совсем, либо совершать поменьше. Значит, что произошло? Вроде бы начало было неплохое, раскрой и первое соединение каких-то деталей, вроде бы проходило все по плану. И самая большая ошибка моя была, когда я начал уже прирезать изделия, и эти изделия были прирезаны криво. Я понял свою ошибку, не был выдержан угол 90 градусов между ножом и кромкой изделия. И из-за этого я, так как моя отметка для реза была очень близко к шву, то получается, что сверху я прорезал с лицевой стороны, она вроде бы более или менее нормальная, а вот с нижней стороны получилось так, что оно под углом, и этот угол практически налез на шов. Да, изделие выглядит более или менее нормально, видно. Но вот видно, допустим, какое расстояние здесь и какое здесь практически по краю. В углах вообще было так сделано, что некоторые вот этот угол и вот этот угол практически вообще были срезанные.
и дырку, если бы я прошивал через эту дырку, то нитка бы была вообще сбоку как бы видна. Поэтому мне пришлось перескочить через этот угол и повторить на всех 4 углах, ну, немножко так по-колхозному, но по-другому я не знаю, как из этой ситуации было выпутаться. Но основные мои ошибки, которые были здесь мною сделаны, и надеюсь, что они и помогут и мне, и помогут, может быть, кому-то, кто будет дальше, посмотрев мое видео, будет заниматься кожевническим делом. Может быть, это поможет и им не совершать эти ошибки. Первая ошибка – это плохая проклейка по краям. В смысле в том, что, во-первых, расстояние нужно брать чуть-чуть, наверное, за отверстие, чтобы было проклеено, намазан клей. Более тщательно нанесение клея. И самое главное, выдержать необходимое время после проклейки. Я во время того, как я сейчас буду говорить, у меня на видео, наверное, будут идти какие-то видео или фотокадры. Я не снимал на видео полностью, но есть там фотокадры видны, когда я протыкаю изделие иголкой, и в этом месте, допустим, где-то шов он был, сначала выглядело, что это нормально, а потом при притыкании иголкой начали расходиться слои кожи. Это на видео очень или на фото там будет хорошо видно. Здесь я вижу две проблемы. Первая, как я и говорю, это клей, и нужно выдержать чуть больше времени. Вообще, в принципе, если ты не спешишь, то можно было бы и подождать там, и через несколько часов там, или на следующий день сделать прошивку после склейки. Но я как бы спешил сделать видео, сегодня выходной, надо доделать, уже решил доделать это видео до конца, и поэтому, может быть, немножко поспешил. И второй момент – это то, что после проклейки вот само сшивание изделия, может быть, нужно было использовать другие иголки. Может быть, нужно, но у меня других иголок нету. Они только сейчас идут по почте, я заказал, и они будут более тонкие, нежели те, которые у меня сейчас есть в наличии. Эта иголка практически миллиметр. Миллиметровый пробойник, миллиметровая иголка, еще и с клеем, и через 3 слоя. И получается, она довольно туго входит в эти отверстия. И поэтому, когда протыкаешь, начинает там, ну, эти отверстия, эти слои кожи раздвигаться. То есть клей, иголка немножко другая. Может быть, нитка тоже должна была быть потоньше. Ну, у меня набор ниток какой-то одной толщины, они, по-моему, где-то около миллиметра толщиной. Я купил набор сразу, попробовать, опять же, это все пробовать. Теперь я понимаю, что можно купить и нитки потоньше, 0,65, 0,7, 0,5, не знаю. Для таких изделий было бы, наверное, самое то для такого шага и для такого отверстия. Может быть, такие толстые нитки будут хорошо смотреться, когда будет высечник круглого, допустим, миллиметровое круглое отверстие, не таким по диагонали ромбовидное, а вот именно круглое. Может быть, это будет выглядеть немножко по-другому, и эти толстые нитки, естественно, пойдут тоже в дело. И третья ошибка – это спешка, то, что я спешу. Нельзя спешить, когда занимаешься таким делом. Надо просто делать все в удовольствие, но опять же, я и получаю удовольствие и стараюсь снять видео, потому что мне это и то, и другое мне интересно. И эта спешка приводит вот к таким вот результатам. Да, это брак. Этот кошелек, естественно, был бы забракован, если бы это было сшито для кого-либо. Но так как это для меня, то в принципе я этот кошелек буду носить без проблем. И еще один момент, то, что я увидел, это мне не хватает шорного пони. Сшивать на руках, когда все это так вот болтается, довольно длинная сторона, я не представляю вообще, как, допустим, какой-то ремень там, или сумку делать, это довольно тяжело. И поэтому шорный пони в прошивании швов мне бы очень сильно помог. У меня уже есть материал, постараюсь сделать и шорный пони в ближайшие, там, не знаю, пару недель его сделаю. Видео вряд ли снимать буду, но какие-нибудь фотографии, может быть, будут. И что в итоге? В этом кошельке помещаются все документы, которые мне необходимо иметь с собой. Это паспорт, какие там карточки. Специально сюда попробовал положить технический паспорт малый, он прекрасно сюда в этот кармашек входит. Водительские права,
и просто какое-то необходимые мелочи, которые я всегда с собой носил, там какие-то деньги, визитные карточки и так далее. То есть в этот кошелек поместилось все, что было мне необходимо, все, что было в этом вот старом кошельке. То есть вот в этом все, что я с собой носил, теперь находится здесь. Да, этот кошелек немножко побольше, но я никогда документы не ношу в кармане, они у меня в сумке находятся, и я прекрасно померил, у меня все туда входит. В итоге я хоть и недоволен, как этот кошелек выглядит, как он был сделанный, с огрехами, с косяками, но я доволен тому, что я чему-то научился. Что-то мне работа над этим экземпляром кошелька мне дало то, что я, сделав ошибки, понял, чего мне не хватает, что наоборот. Например, я немножко дорабатывал урезы после того, как уже собрал его. И когда засунул в этот кошелек все документы, я еще немножко доработал. И понял, что с документами это делать просто замечательно. Он уже твердый. И дорабатывать урез, когда внутри что-либо находится, просто классно. И по сравнению, опять же, там, наверное, приложу видео или фото, будет видно вот первый мой карт-холдер, как здесь сделан урез и как здесь, допустим, сделан урез. Ну, есть отличия, и отличия в лучшую сторону. Я уже немножко стал понимать, как его сделать правильно. Поэтому мне понравилось. Буду дальше продолжать этим заниматься. Буду думать, какое будет изделие следующим. Мне хочется разные еще технологии попробовать. Химию, разобраться, как красить, как защищать кожу. Я этот кошелек изначально был с хлястиком, с кнопкой, но у меня нет оборудования для кнопки, самих кнопок, поэтому я просто этот хлястик не стал делать. В принципе, он именно в чертежах был. Ну и хотел бы поблагодарить человека, Сергей, по-моему, Никитин. Видео этого человека можно найти на интернете, и он выкладывал, и это его паттерн, его шаблон. Я сделал все, как он сказал, как он выложил в интернете, и видео, и единственное, что без этого хлястика. Поэтому просто хотел бы поблагодарить его за то, что он делает такую важную вещь, помогает нам, начинающим, чтобы мы разбирались в этих азах кожевенного дела. Так что всего доброго, всем до свидания, друзья, до новых встреч.